Привет, друзья! Вы на канале Мама в творчестве, и с вами я, Таня. И в этом видео я хочу вам показать вариант простого букета ко Дню Учителя, состоящего из 5 пионов, а также с дополнительных вставок, которые я использую в своих букетах. В качестве основы мне понадобилась половинка шарика из пенопласта, а также шпажки. Далее мне понадобится бумага гофрированная любого цвета. Можно взять любую бумагу, которая у вас есть. У меня была розового цвета. Собственно, сейчас буду закрывать всю эту красоту гофрированной бумагой. Шпажки фиксирую скотчем. Для того, чтобы задекорировать ножку основы, я также взяла гофрированную бумагу. И при помощи горячего клея приклеиваю ее к основе. Итак, друзья, вот такая основа у меня получилась. Если будут какие-то у вас неровности, не расстраивайтесь, потому что еще все это будет закрываться бумагой. Предварительно я сделала пионы. Как их делать, я оставлю ссылку под видео. У меня есть несколько вариантов пионов из гофрированной бумаги, как с конфеткой, так и без. В общем, я сейчас тоже при помощи горячего клея, так как основа у меня небольшая, я вставляю цветочки в основу.
Дальше я буду готовить вставки в букет. Как их делать, вы можете посмотреть более подробно. У меня есть отдельное видео. Я также оставлю ссылку в описании. Ну, а здесь такой ускоренный вариант, скажем так. Вставки делаю при помощи флористической органзы и также проволоку использую. У меня были еще такие засахаренные ягодки искусственные. Буду брать их по 3 ягодки и также буду вставлять в композицию. Чтобы скрыть неровности, я воспользуюсь сизалью и просто приклею ее внизу. Дальше занимаюсь упаковкой. Упаковку всегда смотрю по букету по самому, и высоту, и длину. Поэтому вот беру вот так вот конкретно отмеряю под каждый букетик.
где-то сантиметр отступаю и прохожусь ножницами. Далее загибаю по всей длине и буду растягивать. При помощи горячего клея буду склеивать края. Собственно, можно оставить и так уже в одном слое упаковки, но я решила сделать еще второй слой. Второй слой делаю точно так же, единственное, что размер будет немножко меньше, высота будет меньше, чтобы смотрелся интереснее букетик. Ну и, конечно же, берем нарядную ленточку и уже завязываем сам букет. Для начала первый слой я использую либо какую-нибудь ниточку, да, либо веревочку. В данном случае это у меня рафия, чтобы крепко держался букетик. Ну а сверху уже завязываю ленту. Дальше смотрю высоту букета. Если меня что-то не устраивает, то лишнее я отрезаю. Чтобы сделать букетик более нарядным, беру опять сизаль. Я взяла сизаль розового цвета и уже по краям ее туда добавляю.
Итак, друзья, вот такой милый букетик у меня получился. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первым увидеть новое видео на моем канале. Заходите в гости в Инстаграм. Пока-пока!